Всем привет, друзья! Сегодня разберем тему про супертренинг в преодолении отказа. Покажу несколько методов, как можно преодолеть отказ. Ну, собственно, расскажу, что дают такие тренировки, когда и как правильно применять их на практике. С помощью методов преодоления отказа можно, во-первых, спрогрессировать, если ты застрял на каком-то количестве повторений. Увеличить объем работы, увеличить нагрузку. Допустим, если ты работаешь только собственным весом, у тебя нет возможности тренироваться с дополнительным, тебе все легко, но за счет вот этих методов ты можешь дополнительно нагружать быстрые мышечные волокна. Про первый метод я уже много рассказывал и показывал. Это статическая задержка и негативное повторение на моменте отказа. Можно выполнять как в работе с собственным весом, так и с дополнительным. В этом методе ты делаешь упражнение до отказа и на последнем повторении статически задерживаешься. Также можно усложнить негативом, делая медленное опускание. Тем самым ты продляешь время под нагрузкой в самый такой позитивный момент, когда идет нагрузка на быстрые высокопороговые мышечные волокна. Этот метод хорошо тренирует ЦНС, да, потому что идет постоянное сильное напряжение на моменте отказа. То есть развивает нервно-мышечную связь, а также задействует механический фактор роста за счет долгого сильного напряжения. То есть такой метод можно использовать как в росте силы, так и в наборе массы. Но поскольку ты даешь очень большую нагрузку, особенно на нервную систему, всего лишь за один такой подход, то нужно выполнять такие тренировки в малом объеме. То есть делать небольшое количество подходов с таким супер отказом. Ну, допустим, всего лишь 2 за тренировку. Или делать на последнем. То есть, допустим, ты делаешь 2 подхода на мышечную группу вот с таким вот супер жестким отказом за тренировку, либо там 3-5 обычных, ну, в зависимости от того, как вы тренируетесь, и на самом последнем только вот используйте этот метод. Ну и частота таких тренировок тоже не должна быть большой, там раз в неделю будет более чем достаточно. Следующий, второй метод, это доделывание. Выглядит он так: ты делаешь максимум повторений в упражнении, потом останавливаешься, допустим, если подтягиваешься, да, то спрыгиваешь, быстренько встряхнул руки, буквально отдых 1-2 секунды и пытаешься сделать еще одно повторение. И так несколько повторений ты можешь доделать. Этот метод очень эффективен, когда у тебя, допустим, не вывозит хват, а спина полностью еще не забита, или также хорошо использовать, если у тебя идет сильное падение повторений. Допустим, в первом ты делал 12, во втором 10, а в последнем всего лишь уже 6. И вот на этом моменте можно как раз спрыгивать и доделывать, хотя бы там до 10. Этот метод эффективно использовать, если у тебя низкий турник или есть какая-нибудь подставка, да, какой-нибудь стульчак, чтобы можно было на него встать. То есть мы подтягиваемся до отказа, больше не можем, допустим, хоп, встали, руки стряхнули. Можно даже вот со стула стартовать, не с полной амплитудой, да, то есть руки чуть-чуть согнутые. Вот, прямо с него, да, поехали, да, оп. Поехали. И на брусьях также, то есть мы отжимаемся, да, потом все, уже не можем отжиматься, встали на стульчак, руки стряхнули, и вот согнутых, стоя на табуретке, да, согнутых рук в это положение встали, и прям с него стартуйте, дожимайте себя, хоп, встали, выжимаете, встали. Тут самое главное — долго не отдыхать. Тут наша задача немножко доработать, догрузить быстрые мышечные волокна. Если мы будем долго отдыхать, то у нас начнут восстанавливаться медленные и переходного типа. То есть те мышечные волокна, в которых больше митохондрий, они отвечают за выносливость. За силу же и по большей части за рост мышечной массы отвечают быстрые мышечные волокна, которые гликолитические и забиваются. Они за короткий отдых не успеют восстановиться. Для них нужен длительный отдых в течение 5 минут. Последний метод — это уменьшение нагрузки или форсированным повторением. Про это еще сам Сюльянов писал. Допустим, когда ты делаешь жим лежа, тебе помогает партнер доделать последние повторения, когда ты сам уже до конца не можешь дожать. На турниках такой трюк сложно будет провернуть. Здесь может быть следующий вариант. Если ты занимаешься дополнительным весом, то на моменте отказа можно его быстро скинуть и доделать только собственно. Или уменьшить его. Или можно использовать резину. То есть ты подтягиваешься до отказа, потом уже не можешь, быстро цепляешь резину на ноги и доделываешь. Тут самое главное быстро все это исполнить, да, надеть резину, скинуть дополнительный вес в течение там 5-10 секунд. Этот метод будет, кстати, хорошо работать для тех, кто только учится подтягиваться, отжиматься или учится каким-то элементам и не может делать полноценный большой объем работы. Ну, допустим, ты изучаешь подтягивание на одной руке и можешь сделать 1-3 повторения. Это очень маленький объем работы. Тут идеальным вариантом будет следующая схема. Ты делаешь несколько подходов чисто вот силовой, да, собственным весом, без помощи резины. Допустим, 3 подхода, да, подтягивай на 1-3 повторения.
А потом еще несколько подходов ты делаешь следующее. Сначала делаешь несколько повторений с собственным весом, да, на максимум, а потом сразу же цепляешь резину и выполняешь еще там 5-10 повторений. То есть сначала ты тренируешь максимальную силу и ЦНС, а потом еще объемом дорабатываешь, прорабатываешь мышцы. Но нужно тут понимать следующее, что эти методы работают, когда ты не дорабатываешь, да, по какой-то причине. Если у тебя наоборот есть перетренированность, то эти методы только усугубят положение. Ты будешь еще сильнее себя нагружать и перетренировываться. Поэтому тебе нужно четко понять, почему ты не прогрессируешь. Из-за того, что перерабатываешь или не дорабатываешь.